На днях я себе купил новые колонки за $2000, и мне начали писать, что я переплатил за бренд, что можно было взять бэушные. Давайте в этом всем разберемся. Но для начала давайте немножко перенесемся в прошлое. Там где-то в конец 90-х годов. Тогда у меня были колонки Радиотехника S70. Это на то время были очень хорошие колонки, ну как бы из советских они считались хорошо, они были с встроенным усилителем, это были активные колонки. Мало того, там была еще обратная связь, то есть они были достаточно серьезные. Если они, например, когда продавались там в 82 году, то они стоили по где-то примерно 370-400 рублей. Я, конечно, покупал их бэушные, то есть намного дешевле, но сам факт, то есть как бы это были такие серьезные колонки. Скажем так, это было, грубо говоря, ну, наверное, 2,5-3 зарплаты обыкновенного рабочего. То есть это было дорого. У меня, к сожалению, не достался внутренний усилитель, кто-то его выдрал. Я колонки Радиотехника использовал с усилителем Радиотехника. И, кстати, у меня на канале даже есть, я когда-то его ремонтировал, там, лет 8 назад. И вот эти колонки у меня, в принципе, были достаточно долго. Начиная с 2000-х годов, я музыку практически не слушал. То есть я раньше занимался ремонтом аппаратуры, аудио, да, и колонки, слушал музыку, то есть как-то оно все было. А потом это все стало уже невыгодно, я перешел на ремонт компьютеров, на программирование, и у меня вообще как-то музыка с моей жизни куда-то выпала, прям серьезно выпала. И так получилось, ну, я музыку слушал либо в машине, либо там в наушниках, и то как-то просто вот потерялся я. Вот. И потом где-то в 2015 году я где-то ударился головой, не знаю, об стену. Ну, короче, мне почему-то бешено захотелось слушать музыку нормально, с нормальными колонками, с нормальным усилителем, чтобы оно было как-то все в куче и красиво. Вот. Я пошел где-то в этот подвал, достал там, короче, эти 70, отмыл их, там нашел усилитель Радиотехника. Тогда же я в 17 или 18 году, уже не помню, я отремонтировал это все дело и начал слушать. Вот. И, конечно же, мне захотелось чего-то сразу поменять. Ну, сразу я посмотрел, что если посмотреть глобально, что самое главное в звуке, да, мы не берем комнату, конечно же, это акустические системы, потому что самые большие искажения, самый такой звук дают акустические системы. Поэтому менять надо, если что-то хочешь поменять, менять надо не усилитель, а менять надо акустическую систему. Что я и сделал? Я поехал в салон, купил себе Heka Victoprime 702, в салоне их прослушивал. У меня там видео есть, кстати, обзора. И, в принципе, на свои деньги, на $500, это были отличные колонки. Ну, за $500 они как бы всех своих денег стоят. Вот. Они у меня были какое-то время, я их слушал. Реально, они намного, как бы, по сравнению с S70, это просто прорыв. То есть, совсем другой звук, все совсем по-другому. Вот. И постепенно, как бы, я слушал на них музыку. И потом мне захотелось чего-то нового. Я не могу, у меня такая тема, я к материальным этим вещам не привязываюсь. Мне захотелось какие-то другие колонки, поинтереснее, ну побольше, я не знаю. Вот. И мне попалась Serion Vegas L12 колонки. Ну это, конечно, такие там лопухи красные, там с этими красными ободками, сами колонки большие. Не смог пройти мимо, опять-таки я поехал в салон, я их там прослушал, и они тогда мне обошлись $1000. Вот. Я их притащил домой, включил, тоже есть, кстати, на канале обзор. Ну, скажем так, бас там действительно бас, ну, тут никуда не денешься, да, когда вот такой динамик там. Вот. И мне эти колонки, в принципе, ну, понравились. По звучанию все хорошо. И где-то 6 лет я эти колонки слушал, как бы на канале, вот, измерял их. И потом, вот, спустя 6 лет, меня опять начало что-то поддавливать. Ну, надо менять. Надо менять, что-то менять, надо что-то купить новое. Вот, сказать, что что-то сильно меня от них не устраивало. Ну, не хватало, конечно, такой детальности, вот прям идеальной детальности, да. Но, в принципе, ну, не скажу, что прям это было как-то сильно там плохо. Ну, нормально. Нормальные колонки, не вопрос. Вот. И потом я вот это думаю так, начну что-то себе выберу. Понасобирал себе, то есть как я выбирал себе колонки. Ну, во-первых, то есть что мне важно? Внешний вид, характеристики, антивандализм, то есть чтобы мой кот не мог эти грили, короче, снять их, расцарапать. Вот, плюс, чтобы они были не сильно большого размера, потому что у меня, в принципе, комната небольшая для прослушивания. Я собрал это все в кучу. То есть выбрал эти все модели, какие я хотел, обзвонил, ничего в наличии практически ни у кого нету. Слава богу, в Киеве я нашел один единственный салон нормальный, где ты можешь приехать и в наличии есть какие-то колонки, которые ты можешь хотя бы послушать. Все, что я хотел послушать, конечно, не получилось, но, скажем так, те, что я прослушал, вот, я уже себе составил уже выбор, да. Я, например, прослушал Wilkins 603 S3 колонки. Тоже читал про них офигенные отзывы, прям супер колонки, классные. Ну, как по мне,
баса вообще нету. Высокие давят так на уши, что на голову не налазит. Но опять-таки, это для каждого, у каждого свои уши. Я, например, проверял свой слух. Значит, 18 кГц я слышу уверенно, 19 кГц слышу, но с трудом. То есть по высоким у меня, в принципе, более-менее нормально. Возможно, кому-то высоких, если он не слышит, то ему нормально. Ну, то есть вот, и они стоили дороже этих моих колонок, которые я потом расскажу, как я себя выбрал. Вот, то есть тут как бы выбиралось не по цене, выбиралось не по какому-то там бренду, да, а просто я пытался по характеристикам и на слух. Потому что колонки это не усилитель. Усилители, их на слух в принципе различить достаточно сложно, потому что там очень маленькие различия. А в колонках там прям конкретные различия, потому что там, там механика. Понимаете? Вот. И я, значит, просто прослушивал там разные колонки. И как-то меня вот фирма Dali, она меня как-то вот, у них какая-то своя подача. То есть у каждой фирмы, я так понимаю, есть какая-то особенная своя подача, узнаваемая, если так разобраться. И Dali мне понравились, в принципе. Вот. Я смотрел их модели разные, я послушал Sonic 7, вот, и потом думаю, ладно, давайте посмотрим, что там еще есть в этой линейке. И послушал Dali Opticon 6 MK2. И вот прям, вот оно мое, понимаете? Вот я включил, и оно мое, звук мой. Высокий так, как нужно. Середина так, как нужно. Бас хороший. То есть все просто, все, понимаете? То есть я вот услышал, и все. И мне больше не захотелось больше ничего слушать. Вот мое и все. Ну и таким образом я остановился на них. И сразу же меня спрашивают, так смотри, ты мог за такие деньги купить такие бушные колонки, которые разрывали там вообще все, что можно было. И порвали твои колонки вообще в клочья. Прям просто в клочья. Смотрите, как я отношусь к бэушным колонкам. Ну, давайте так, смотрите, вот простой пример. Я покупал себе машину когда-то, да, машине было 10 лет, то есть я купил себе бэушную машину. Почему я себе купил бэушную машину? Не потому, что бэушные машины лучше, чем новые, а потому что глобально у меня просто нету денег прийти в салон, положить там, там 30 тысяч долларов там, и купить себе машину, или там сколько там она стоит. Понимаете? То есть я купил, потому что у меня не было возможности. Насчет новых колонок, то в принципе у меня были возможности купить новые колонки. Но опять-таки мне говорят, так ты мог за 2000 долларов еще круче купить колонки, только бэушные. Но обратите внимание, все-таки колонки это механическое, да, там у нас диффузор, у нас есть подвесы, есть вот эти все, там механика, на клею держится, понимаете? И вот это все, когда ему 30 лет, оно просто изнашивается, стареет. И не факт, что колонки там прям супер легендарные, которые я куплю, да, например, они будут с теми же самыми характеристиками, которые выпустил их завод. Они могут быть не с теми характеристиками. И получается, когда я покупаю бэушные колонки, даже если они там в идеальном состоянии, это проблема. То есть внешне они могут быть в идеальном состоянии, а там уже чуть-чуть износилось, что-то там немножко усохло, немножко там сместилось, сам материал уже стал более жестким или какой-то там более мягкий. И уже будет не то звучание. Понимаете, вот в чем проблема? И поэтому у меня нету вот такой возможности делать вот серьезную профилактику таким колонкам. Есть, кстати, производители, которые даже предлагают, если есть какие-то старые бэушные колонки, можете мне отправить там, и мы вам их, прям на заводе сделаем там как надо. То есть это такой геморройный процесс, как для меня. Это надо просто попасть. Чтобы просто повезло. Мало того, даже если колонки мало использовались, но старение материала никто не отменял. И на слух, да, они могут играть хорошо. Если мы возьмем микрофон, начнем мерить, начнем проверять левую и правую колонку и все остальное, это как бы здесь очень сильно много нюансов. Поэтому я бэушные просто не рассматривал вообще. Да, я понимаю, вы можете мне сказать, лично ты купил колонки, и у тебя все хорошо. Не вопрос. Бывает такое, я согласен. Но я не захотел играть в эту лотерею. Также мне задавали вопрос, почему я, как любитель собирать чего-то, не взял и не собрал колонки сам. Есть уже готовые проекты, есть, скажем так, уже можно рассчитать самому, корпус, все там заказать. Смотрите, по деньгам получится примерно то же самое. Вот. По качеству, наверное, я думаю, можно себе прям организовать даже лучше. Но, честно говоря, я пока к такому не готов. Это достаточно сложный процесс. Это прям совсем непросто. Если с усилителями мне все просто, то с колонками лично для меня, это как бы сложный процесс. Возможно, когда-нибудь я специально для канала соберу какие-то колонки, замерю и будет все остальное. То есть, по сути, вот такой вот у меня прошелся путь. Вот, что я именно не то, что я там
уперся в производителя, да, или в какую-то цену. А просто так получилось, что в такую цену получилось вот то, что мне понравилось. Если бы эти колонки стоили $1000 или $500, я бы их тоже купил. Ну, потому что я их послушал, я их посмотрел. Ну, вот такая цена, тут куда ты денешься. Вот, в принципе, дальше, скорее всего, мне кажется, там прям офигенных улучшений не будет, если по цене подниматься выше. Вот есть колонки Canton GLE 90. То есть они как бы дешевле стоят. И в принципе колонки неплохие, их тоже рассматривал. Вот, но мне звук как бы не особо понравился, потому что в принципе, ну, это те же самые веги, только меньше баса, ну как по мне. То есть, ну, особо мне там ничего так не зашло. И поэтому же я вот это высматривал, навысматривался. Купил, как бы, сказать, что я там супер переплатил за бренд, ну, я не скажу, что переплатил. То есть, если я всегда говорил про то, что покупки должны быть рациональные. Вот, например, у меня есть усилитель. Мой усилитель стоит, ну, $200, да? И я себе мог купить усилитель за $1000, но я его не покупаю. Почему? Потому что мой усилитель за $200 полностью закрывает все мои проблемы. Он дает офигенный звук, это усилитель класса D от Юрия. Значит, он закрывает все мои вопросы, у него минимальные гармонические искажения, он вообще не красит звук, он выдает то, что мне нужно. И ну, поэтому я не куплю себе усилитель за $1000, потому что он мне не нужен. Зачем? Куда мне? Ну, как бы нету смысла. С колонками получается, опять-таки, я смотрел разные и просто уперся вот в такую цену. То есть, если бы это, допустим, была цена там, не знаю, больше, я бы уже не купил, чисто финансово я бы не потянул. Вот. Ну, поэтому в таком ценовом диапазоне я считаю, это колонки одни из самых лучших. Ну, это мое мнение, опять-таки. Возможно, в этом ценовом диапазоне или даже есть ниже, еще что-то там круче, но, опять-таки, у меня нет возможности переслушать все колонки. И, кстати, мне там на предыдущем видео прилетело в комментариях, и когда я сказал, чтобы вы мне посоветовали, да, и сразу мне, ты даешь платные консультации, да, а с нас требуешь бесплатного совета. Ну, во-первых, вы не путайте индивидуальный подбор системы под вас, да, из тех компонентов, которые я слышал, усилители, ЦАПы, много через меня прошло, да. Не путайте это с каким-то там общением с аудиторией, да, с советом. Это разные вещи. Вот поэтому, кстати, если вы потеряли, если вам тяжело подобрать себе усилитель, ЦАП, акустическую систему и все остальное, то можете обратиться ко мне по ссылке в описании. У меня есть платные индивидуальные консультации, мы вам подберем все, и вы будете довольны 100% результатом. Я на форуме написал, мне там начали уже накидывать, там, например, так а что ты не взял трехполосную систему, да, то есть это получается двухполосная, там 2,5 плюс 1,5, они там что-то понаписывали, ну, сам факт, да, то есть как бы трехполосная система лучше. Ну, я бы сказал так, любая система, если она правильно настроена, хоть трехполосная, хоть двухполосная, то в принципе она как бы должна звучать отлично. Если взять, например, топ трехполосной, да, сведенной идеально, и топ двухполосной, трехполосная, конечно, выиграет. Но на маленькой, кстати, громкости, как я слушаю, то там еще под вопросом на самом деле. То есть, возможно, даже на маленькой громкости двухполосная лучше играет, а уже от трехполосной раскрывается больше на большой громкости. Но здесь конкретно зависит, как сделали фильтры, как, короче, все это дело собрано, поэтому прям так говорить, я, в принципе, ну, не был там прям офигенным приверженцем двухполосной системы, никогда. Но, я же говорю, я начал просто, ну, банально, просто пошел и послушал. Конкретно Opticon 6 MK2, то есть по звучанию, я их слушал буквально там один день, поэтому, ну, то, что мне первое в глаза бросилось, это, конечно же, значит, дали очень такое детальное звучание. Прям очень чистый и высокий, очень настоящая середина, бас тоже классный, то есть при том, что они, допустим, заявлены от 49 Гц, я боялся, что мне баса не хватит, потому что у меня в Serion Vega там такие, ну, баса побольше было, ну, то есть по паспорту. Вот. Но на самом деле я так послушал, я думал, если вдруг мне не хватит баса, если вдруг, я себе сабвуфер просто добавлю в систему, там вообще можно себе с помощью него закрыть вообще бас без проблем. Вот. Но я послушал, мне пока баса хватает. Если посмотреть на инструменты, которые вот эти, там гитара, что там барабаны, они особо там ниже, честно говоря, 50 Гц даже не спускаются. Возможно, там рояль, да, где-то есть чуть ниже. Там, например, орган, да, он там может вообще там ниже 20 быть. Но как бы я пока недостатка не ощущаю. Если вдруг что-то мне там не хватит, я тогда себе сабвуфер добавлю и все, и закрою этот процесс. Но пока мне все устраивает. Обзор этих колонок и замеры я сделаю попозже. Я хочу еще немножко их послушать.
чтобы полностью впечатление вот вам потом рассказать, как оно все есть. Вот. Ну и опять-таки сделаем потом замеры. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал Мирина, становитесь спонсорами. Благодаря спонсорам вообще у меня на канал еще живой. Всем всего доброго, до свидания.